Я в Паэне, я в безопасности, я больше не там. Нет, я больше не могу бороться. Фарагонда, пожалуйста. Я не Фарагонда. Эо, какого черта? Я был удивлен, то что мы вроде бы столько торговали, а ты остался рыжему старику еще и должен. Даже поговаривают, что ты брал дорогущий портал у одного из наших. Ох, бо-бо-бо, что у нас? Возвращение в Паэну, страшные звуки, страшные тени, ссора с барменом Лисом и даже минусовая репутация с каждой гильдией. Все это только предыдущая серия, а я думал то, что хуже быть не может. Но, внимание, хорошие новости тоже есть. Сегодня мне обещали рассказать историю о том, кто такой Эо. Да, тот самый незнакомец в шляпе. Надеюсь, нас не обманули. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором, да, наконец-то мы вернулись в Паэну. А еще мы в полной жопе. Седрика рядом нет, денег нет, рассудок в жопе, а репутация гильдии в еще большей жопе. Ага, мы так и не вернули деньги бармену Лису за то, что кучу дней прожили в его таверне. Я виноват, простите меня. Это все, конечно, обидно, грустно, но есть и крутые новости. Мы рассказали Эо про свои странные видения, в которых видели башню, Фарагонду и, внимание, его сына. Да, того самого парня в цепях. В ответ на эту историю Эо сказал мне, что, скорее всего, мое сознание как-то связалось с этой башней из-за незавершившегося процесса калькуляции. Напомню, калькуляция — это процесс поиска страха мироходцев, дабы в будущем высасывать из них энергию органа телепортации, то есть искры. Короче, если проще, то я крутой, потому что сбежал из башни. Конец. Но-но-но, на протяжении всех серий я думал то, что я один такой, кто смог это сделать. Но Эо сказал мне, что я не единственный, кто смог сбежать из башни. Оказывается, до меня это сделал сам Эо. Я аж офигел от этой информации, честно. Короче, новые ответы, новые вопросы, это все прикольно, но вы посмотрите, где я теперь живу. Боже мой, что это такое? Это же лучшая берлога. Да, мне официально выделили комнату у гильдии контрабандистов. Это единственная гильдия, которая дружелюбно ко мне относится. Ладно, давайте не о грустном, давайте о настоящем. Прямо сейчас у меня переполненный инвентарь, 119% гири, это фигово. Но раз уж у меня теперь своя комната, можно все это складировать. Кстати, у меня же еще вещи в таверне. А как я заберу эти вещи? Стоп! Пузатый лис, приветствую, откройте? Нет. А у меня там столько вещей! Это просто невероятно! То есть я не могу это забрать, да? Эй, лис, если ты меня слышишь, то это, там у меня деньги. Деньги в сундуке. Можешь забрать. Пусти меня только, пожалуйста. Ладно, возвращаемся, все ненужное убираем. Курточку контрабандистов надеваем. И надеюсь, эти алмазные блоки никогда не теряем. А теперь спать? Ну да. Я же не могу здесь поспать точно. Тогда на главную улицу бежать. Эй, Лолошка, ты чего это делаешь? Привет. Привет. Погляжу, ничем не занят. А не хочешь ли тогда сходить со мной и помолиться? Помолиться? Давай. Только мы точно будем молиться или как? Замечательно. Тогда следуй за мной. Куда? Что? Статуи бога времени, точно. Я уже и забыл то, что здесь реально люди приходят и молятся. Ох, какие же они величественные, какие же они огромные. Да уж. Кто бы мог подумать, что время будет ко мне так благосклонно. Знаешь, Лолошка, а ведь я уже постепенно начинаю верить в богов. Просто не могу себе представить ситуации, в которой вселенная послала бы тебя мне без чего-то вмешательства. Но это, конечно, при условии, что ты согласишься мне помочь. И в чем же? Нравишься ты мне. Как ты понимаешь, я позвал тебя сюда не отдавать похвалу времени. Я позвал тебя... потому что я хочу тебя кое о чем попросить. Попросить разрушить ведомню вместе со мной. Что? Ту самую башню? Ты серьезно? Именно. Разрушить ведомню, освободить пленников и утвердить свой контроль над Междумирьем. Лолошка, по правде говоря, я хочу попросить тебя спасти моего сына. Прошу тебя, ты правда единственный, кого я встречал, кто может хоть как-то помочь мне в этом. Ты смог сбежать из башни до завершения калькуляции. Я правда не знаю, как тебе это удалось, но, Лолошка, именно это и делает тебя уникальным.
Во всей ведомни могут находиться только те, кто внесены в базу. Это сотрудники, Фарагонда и ее пленники. Если что, то сотрудников у ведомни сейчас практически нет. Чертова Фарагонда, представляешь, научилась использовать для обслуживания ее узников. И... любой в ведомни готов пойти на все, лишь бы их кошмар прервался. Хотя бы на несколько часов. И вот именно во время этих работ мне и удалось сбежать. Но нет, ты не подумай, мне просто повезло. И вот представляешь, Лолошка, как раз таки отсутствие сотрудников и означает, что в башню никаким способом нельзя попасть, если ты не заключенный. Я пробыл в этой башне столько лет, и я просто знаю, как она устроена изнутри, но, Лолошка, я уверен, если мы с тобой объединимся, мы сможем свергнуть Фарагонду. Ну, как тебе идея? Что скажешь? Прости, Эо, я благодарен тебе за помощь и все такое, но твое предложение, оно звучит слишком опасно. Эй, Эо, а почему ты сам не можешь туда пойти? Ты же был узником и все там знаешь. Эо, я помогу тебе, как ты помог мне. Давайте, наверное, вот это спросим. Почему ты сам туда не можешь пойти? А? Сам? Нет, я не могу, Лолошка. Как только окажусь в ведомни, башня автоматически запустит и... О, нет, я не могу. Пожалуйста, пожалуйста, Эо, хватит. что происходит, господи? Все закончилось. Это Это закончилось. его воспоминания. Это просто воспоминания. Это не по-настоящему. Я в Пэне. Я в безопасности. Я больше не там. Нет, я больше не могу бороться. Фарагонда, пожалуйста. Фарагонда. Эй! Эо, какого черта? Нет. Ложка, Эо, с тобой всё в прости меня, порядке? пожалуйста. Во всех этих воспоминаниях я очень схож с Дасками. У меня посттравматическое стрессовое расстройство. Пожалуйста, я тебя умоляю, Лолошка, никому не говори об этом в Пэне. Я должен оставаться для них сильной фигурой. Да. Я думаю, тебе и так понятен ответ на твой вопрос, да? Почему я не могу туда пойти? Добавлю лишь то, что твоя калькуляция не была завершена, а значит, что башня не сможет поместить тебя в кошмар. Вот оно как. То есть те, у кого была завершена калькуляция, попадая в башню, автоматически попадают в кошмар. Опять же, напомню, калькуляция — это поиск кошмара отдельной личности. То есть я, например, боюсь пауков. Башня это понимает, узнает и подсовывает мне в кошмары очень-очень много пауков. Я этого боюсь, моя искра начинает работать и высвобождает огромное количество энергии. Жесть какая. Если такое у Эо, то страшно представить, что переживают Даски. Также напомню, что Даски — это те, у кого не осталось сил мироходца. То есть башня высосала из них всю энергию. Ладно, давайте по делу. Хорошо, Эо, я помогу тебе. Мы спасем твоего сына и остальных узников. Но, Эо, подожди. А что делать, если башня сможет вычислить мой кошмар, пока я буду там? Нет, Эо. Ты думаешь, что правда сможешь убедить меня туда полезть после того, что я увидел? Не, на самом деле, если башня не знает мой кошмар, то вот это самое подходящее. Что будет, если башня узнает мой кошмар? Черт. Я не знаю точно, как устроена эта система. К таким вещам меня, честно говоря, не подпускали. Но процесс этот очень длительный и начинается заново при минимальном сбое. А если мы будем спасать по одному пленнику за вылазку... Нет, стой, нет. Я не могу сейчас думать об этом. Это рождает в моем старческом сердце некую надежду. А я не уверен даже, что ты согласишься мне помогать. Лолошка, я понимаю, что такая просьба переходит все границы, и никто не имеет права просить такое у другого человека, но... Однако я также не уверен, как я помогу тебе в противном случае. Видишь ли, твоя ментальная связь с башней и то, что она манила тебя из далекого-далекого мира, Короче, я не знаю, как разрушить эту связь, не разрушив самой башни. Да, я полностью осознаю то, что у тебя есть вариант просто отказаться от этой идеи и жить здесь, в Пэне, как Даск. Но в отличие от Даска, у тебя хотя бы будет возможность выбираться куда-то в другое измерение на пару деньков, пока твое безумие не начнет тебя снова настигать. Да, я опять же понимаю, что такой вариант, наверное, предпочтительнее, чем рисковать собой ради спасения других, но я просто не могу тебя об этом не спросить. Впервые мне выпал шанс спасти моего сына. И я готов на все что угодно. Я воспользуюсь этим шансом. Ложка, я не знаю, хочешь, я встану перед тобой на колени? Оу, тихо, Эо, не надо. Ладно, хорошо, я готов попытаться, но я не могу тебе ничего обещать. Я, конечно, очень надеялся услышать такой ответ, но... Я и подумать не мог, что услышу его вживую. Ложка, иди обниму. Спасибо тебе огромное. Спасибо, правда. Так, ладно. Пока ты не передумал, знаешь, мне, наверное, надо обдумать первую вылазку. Поэтому мне бы надо идти и... Спасибо. Спасибо тебе, спасибо, Ложка. Я приду к тебе завтра. Все, пока. Оу, вау!
какой живой Эо! Это просто что-то удивительное. Я первый раз его вижу таким эмоциональным, что ли. О, стоп, что? Как завести диалог? Как завести Ашра? диалог? Как завести диалог? Здорово. Я... Лолошка, я не решила зайти, когда Эо был здесь, но я не могла не появиться. Я клянусь, я не подслушивала специально. И... черт, я не понимаю, как реагировать на всю эту информацию. У Эо правда есть сын? Ты тоже сбежал из ведомни? Почему ты никому не рассказал об этом? И неужели вы правда собираетесь уничтожить всю эту башню? О, боже! Так, главное, что я вообще на самом деле хотела сказать, я хочу вам помогать. Я, правда, не знаю, как именно и в чем я могу быть полезна, но я хочу присоединиться к вам. Вот это да. Интересная у вас семейка, конечно. И Эо, и ты, и еще, оказывается, сын. О, должен тебе признаться, Ашра, мы с Эо не родственники. Эо это придумал, чтобы вы отстали тогда в пещере. да. Видимо, яблоко от яблоньки и... А тебе что, нравится лезть в чужие дела, Ашра? Мало того, что подслушиваешь, так еще и не унимаешься теперь, да? Блин, на самом деле вот этот весь момент мне напоминает момент с Седриком, когда я еще был во сне. Помните, мы нажали какой-то вариант, от которого мне сказали, что теперь Седрик твой друг. Прям выделено было твой. Вполне вероятно то, что сейчас что-то похожее, но мне хочется очень сильно ответить вот это. А тебе что, нравится лезть в чужие дела? А? Что? Чего? Ну да, не унимаюсь. Вы вообще-то не единственные, кому гуманизм Фарагонды насолил. И... ладно, я понимаю, что на самом деле веду себя не как остальные члены нашей гильдии. Никто, кроме меня, не смотрит на нее как на семью. Но пойми, Лолошка, для меня Шрам, моя группа и остальные — это единственная семья, которая у меня когда-либо была. Именно поэтому прямо сейчас я и задаю такие вопросы. Потому что в семье принято помогать, знаешь ты или нет. А ты все-таки... теперь член семьи. И пойми же ты уже наконец, я правда очень хочу помочь. У меня даже есть пара идей, которые могут оказаться очень и очень полезными. Но я их расскажу только тогда, когда ты согласишься взять меня в команду. Нифига, какая настырная девка, а? Ты посмотри на нее, а? У нее даже по глазам написано: настоящий лидер. Так, ладно-ка, что сказать? Какую команду? Что ты несешь? Нас 2 человека. Мы ничего не решили и даже не начали. Отстань. Нет, Ашра, нам не нужна никакая помощь. Прости. Или вот это самое нормальное. Окей, ты в деле, Ашра. Только с Эо ты будешь говорить сама. Как просто. О, новичок, господи. Тебе еще многому нужно научиться здесь. Знаешь, тебе повезло, что ты наткнулся на меня, а не на кого-то другого. Дурень, ты чем Павла слушал, а? Припоминай, никому нельзя доверять. Ты же даже не в моей группе. О, и кстати, насчет группы. Крэп, по идее, предлагал тебе присоединиться, да? Я не против, но нам нужно будет разыграть сценку перед остальными. Будто мы с тобой не разговаривали, ты придешь проситься, но я тебя, конечно же, помучаю, а потом соглашусь. Ладно, если серьезно, то никто не должен знать, что мы с тобой такие дела проворачиваем. Понял? Особенно такие дела с башней. А то сам понимаешь. Понял, да? Ладно, я, по всей видимости, уже не помолюсь, пора возвращаться, но... давай так, сначала выхожу я, потом ты. Нам нельзя, чтобы мы пришли туда вместе. Знаешь, мы как будто подростки на тайном свидании. А ведь я вышла из подросткового возраста всего лет 100 назад. О, воспоминания еще так свежи. Ну ладно, все, я пошла. Давай, чао. Что? 100 лет? Какие нафиг 100 лет? Да ты же не старуха. Ну ладно. Не, реально? Подожди, какие еще 100 лет? То есть мироходцы могут жить кучу времени? Ну, по сути, учитывая нашу жизнь, я как-то не особо задумывался об этом. И то, что она говорит про 100 лет, то есть она, наверное, вообще какой-то очень молодой мироходец. Это уже скорее я какой-то старик. Но, помните точнее, у меня все еще молодой скин. То есть, начиная с голоса времени, я наоборот помолодел, не постарел. А это что-то да значит. Так, хорошо, мне нужно... О. Да, я и так знаю, что это Паэна. Мне нужно, получается, сейчас к Ашре или что? Что она сказала? Все, я пошла, мы как будто подростки, мы будто с тобой не разговаривали, а ты придешь проситься. Да, хорошо, но куда мне нужно? Я так понимаю, то, что нам нужно в гильдию контрабандистов и просто искать дом... Это же ты! Дом Ашры. Привет. Сейчас, погоди, факел возьму. О, Ложка, чего же ты, дурак, наделал-то, а? Ты только-только тут появился, тебя никто не знает, а ты... О, сначала вся Паэна гудит, что у Шрама от тебя шкура чупакабры, а потом ты моего отца прилюдно позоришь. Ой, ладно, сейчас еще больше внимания к себе привлечем.
Ты такой пирожок сладкий, не могу серьезно лицо долго сохранять. Но предупредить все равно должна. Мой папа, как обычно, себя накрутил, всех вокруг накрутил, раздул из мухи слона. Вот такого, представляешь? А это, знаешь ли, очень большой слон. Настолько большой, Лолошка, что кто-то из ястребиных может им заинтересоваться. Благодаря нашему Эо в Паэне запрещены преступления против гильдийцев. То есть мы не можем у вас красть, а вы не можете убивать наших животных. Пряностники, например, не могут устраивать своих политических игр и продавать соль или перец. А вот убийцы, наши ястребы, не могут убивать. Да вот только кто им что сделает? Нашего Эо, конечно, уважают, и пуговица в открытую никогда не выступит против. Но если кто-то из города мертвых решит что-то сделать, мы не сможем им противостоять. Запомни, последние фарагонские нападки закончились потерей одного нашего и более сотни ее людей. Вот настолько хороши убийцы. Так, кстати, а к чему я все это говорю? А все это к тому, что тебе бы расплатиться с Лисом, Лолошка. Да, надо как-то подмазаться к нему. Надо сделать так, чтобы он не держал на тебя зла. И как-то обратно полюбил, что ли. Мой папаня, на самом деле, поверь, добрейшей души человек и... Он просто жадный. Но, ладно, мы все воры такие. И знаешь, в чем я и мой отец похожи? Мы любим всякие драгоценности. Это так, тебе материал на подумать. Кстати, не вздумай ходить в новое заведение, когда оно откроется, понял? А то папа тебя точно больше никогда не пустит. Ну все, пирожочек, рада была повидаться и поболтать. А теперь мне нужно закупать еду в таверну. Чао. Вау, так, хорошо. Драгоценности всякие любит, да? Это тебе так материал на подумать. Я сразу понял, что мне нужно делать, ребята. Так, кстати, а Матильда сейчас исчезнет? Ну-ка. Нет, кстати, не исчезает, прикольно. Короче, мне прямо сейчас нужно купить какую-то драгоценность. Заметьте, не деньги, но я знаю драгоценность, я знаю, что мне нужно купить. Что тут болтают? Сколько ты говоришь за одну головку сыра? Ты же только что... Ну, в целом, ладно. Да твоя голова столько не стоит, даже в твоей дурацкой шляпе. Ладно, я понял, здесь, по всей видимости, просто диалог. А как ты покупаешь у него сыр, если он скорее наоборот его принимает? Ну, наверное, потом, когда я прокачаю его, здесь появится скин, а здесь сыр. Короче, когда она сказала про драгоценность, я сразу понял, куда мне надо идти. Здесь вор, и, внимание, он продает любопытную корону. И стоит она 5 фрагментов скинта. То есть, по-моему, более чем приемлемая цена. Но, блин, проблема в том, что у меня денег нет. Я все оставил у Лиса в его долбанной таверне. Какой же я придурок, а? Или погодите, возможно, я даже оставил у себя дома в Эресии. Тогда это еще хуже. Так, ребят, я тут решил подготовиться и спросил, а правда ли нужна мне эта корона? И оказывается, да! Представляете, она реально нужна, но! Оказывается, ее можно и не покупать. Выполнить эти задания можно разными путями. Мне чуть-чуть проспойлерили, уж сорян, ребят. Короче, можно купить вот эту штуку, медальон опыта. Но представьте себе, она у меня есть, но хранится в таверне у Лиса, да? Да, у меня ее нет. Далее, можно купить ту самую корону. И третий вариант прохождения — скрафтить любое кольцо. Вот именно что скрафтить, не купить. Самое простое, что я здесь нашел, это вот это. Я надеюсь, что этого более чем достаточно. И так, нам понадобится железо. Оно у меня, кстати, есть, сейчас заберу. О, спасибо, давайте 10 штучек заберем. Так, и я понял то, что мне нужно везде много лорана. Прям дофигища. Прежде чем мы его добудем, ставим обязательно какой-нибудь вейпоинт, домик, выбегаем из города, возвращаемся в убежище, находим сундучело и... Да ладно! Ровно 1 заряд лорана. Боже, это же то, что мне надо. То есть мне реально нужно просто вот сейчас лоран самый обычный соединить с железом, и у меня будет колечко. Как же мне, черт возьми, повезло. Вот только есть одна малюсенькая проблема. Где-то надо добыть лоран. О, какая-то новая руда, глазеритовая. С помощью нее можно сделать броню. Броня — это прикольно, спасибо. А также ледяной ключ, который не знаю зачем нужен, но ладно, это тоже запомним. Миссия выполнена, все сделано. И да, мне нужен верстак, верстака здесь нет. Поставим где-нибудь здесь. Теперь соединяем железо и лоран. Далее берем заряд лорана, обкладываем. И радуемся жизни, я все сделал. Блин, на самом деле, вот клянусь, если бы не подсказка сценаристов, я бы реально никогда не догадался сделать кольцо. Эй, таверна! Эй, Лис, открывайте! У меня колечко. Подожди. Я что-то на самом деле не подумал о том, и как я буду возвращать это все. Hello! Боже, а что делать-то? Эй, Матильда, колечко, забирай колечко. Хватит спорить с ним. Нет. Блин, ребят, я сейчас ощущаю какую-то безнадегу. Зачем я столько времени на это потратил? Эй, привет, ты купишь у меня колечко? О, нет, ты не купишь.
Эй, новичок, снова привет. Что? Рад видеть тебя живым и здоровым. Что, никакие твари или лисы Паэны тебя не сожрали, да? Признаюсь честно, я был удивлен, то что мы вроде бы столько торговали, а ты остался рыжему старику еще и должен. Даже поговаривают, что ты брал дорогущий портал у одного из наших. Да ладно, успокойся. Мне все равно, брал ты или нет. Какое мне дело-то, да? Давай лучше торговаться. Это такой диалог, типа. Я-то думал, что это прям какой-то сюжетный сюжет. Слушай, а вот у меня колечко. Хочешь? Не хочешь? Блин, а я почему-то реально задумался, что это какой-то мега-мега сейчас сюжет, продолжение. Ну, короче, у него торговля не поменялась по сути своей. Она абсолютно та же самая. Пока что самое выгодное — это плоть наблюдателя и каким-то образом грозоцвет, который никак не добывается. Да, напомню, ножницы грозоцветом не могут быть добыты, поэтому... А как? Никак. Ладно, в любом случае, с Лисом я хочу помириться, колечко у меня готово, и я очень надеюсь, что я успел. Мы все знаем то, что здесь многое в сюжете зависит от времени. И если я что-то не успел, то это только моя вина. А я успел. У меня все есть. Вот. Будем ждать момента, чтобы вручить это колечко лично в руки Лису. И на этом постепенно заканчивать. Обалдеть, мы скоро собираемся в эту огромную башню. Что нас ждет? Поместят ли нас в кошмар? Узнаем дальше. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Ваши подписки — это самая большая мотивация. Ваши лайки — это мега огромная мотивация. А ваши комментарии — это отвал башки. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и колечко, чтобы загладить вину. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.